Как художник слова, этот писатель вполне достоин встать рядом с такими творцами литературы русской, каковы Толстой, Гоголь, Тургенев и Гончаров. Талант его силою и красотой своей немногим уступает таланту любого из названных творцов священного писания о русской земле, а широтою охвата явлений жизни, глубиною понимания бытовых загадок ее, тонким знанием великорусского языка он нередко превышает названных предшественников и соратников своих. Так отзывался о нашем герое Максим Горький. С вами главный библиотекарь библиотеки 187 Лариса Евгеньевна Короткевич с программой «Очарованный Русью», посвященной 190-летию со дня рождения писателя Николая Семеновича Лескова. Родина русского писателя Николая Лескова – небольшое село Горохово в Карачаевском уезде Орловской губернии, где он родился 16 февраля 1831 года. О своем происхождении сам Лесков писал: «Мой дед – священник Дмитрий Лесков, и его отец, дед и прадед все были священниками в селе Лески, которое находится в Орловской губернии. От этого села Лески и вышла наша родовая фамилия – Лесковы. К сожалению, села этого уже нет, но сохранились развалины церкви, где служил дед Дмитрий Лесков. Мать Николая, Марья Алферьева, принадлежала к дворянскому роду, чистокровная аристократка. Влюбилась в отца, Семена Лескова, который учительствовал в их доме. «Отец мой, – вспоминал Лесков, – не пошел в попы, а пресек свою духовную карьеру тотчас же по окончании курса наук в семинарии. Это, говорили, будто очень огорчило деда и едва не свело его в могилу. Но отец мой был непреклонен в своих намерениях и ни за что не хотел надеть рясы, хотя был человек очень хорошо богословски образованный и истинно религиозный. Семен Лесков, отец будущего писателя, поступил на службу в уголовную палату в городе Орле. «Наш дом в Орле был на 3-й Дворянской улице», писал в одном из своих произведений Лесков. Сейчас в этом доме, дворянском особняке, памятнике истории, размещается экспозиция литературно-мемориального музея писателя. Отец Лескова был очень одаренным следователем, способным распутать самое трудное дело. Благодаря своим заслугам он был удостоен дворянского титула. Семен Дмитриевич был честен и придерживался своих убеждений, из-за чего имел множество врагов. Это умение наживать себе недоброжелателей привело к тому, что Семену Лескову пришлось оставить службу в Орле, не выслужив даже какой-нибудь пенсии, и в 1839 году Лесковы продают свой орловский дом, покупают в деревеньке Панин хутор или Панина небольшую усадьбу. Отец писателя научился пахать, сеять и работать в саду. Николай был старшим из 5 детей. До 8 лет он жил у родственников в Горохове. У родителей не было достаточно средств, чтобы организовать Николаю домашнее обучение, поэтому мальчика отдали богатым родственникам по материнской линии, где он и получил первоначальное образование. У Николая было 6 двоюродных братьев и сестер. Для детей были взяты русские и немецкие учителя и француженка. Николая, одаренного большими способностями, чем его двоюродные братья, и более успевающего в учебе, не взлюбили, и по просьбе мальчика бабушка написала отцу, чтобы тот забрал сына. Родители забрали мальчика к себе, и в 10-летнем возрасте Николай поступил в Орловскую гимназию. После 5 лет обучения одаренный и легко учившийся Николай Лесков вместо аттестата получил справку, так как отказался от переэкзаменовки в 4 класс. Учиться в гимназии ему не нравилось, и мальчик стал одним из самых отстающих учеников.
По мнению биографов писателя, виновата в этом система образования того времени. Детей не заинтересовывали, а просто заставляли зубрить материал, отбивая таким образом охоту к наукам. Особенно страдали от такой системы творческие, неординарные личности, как будущий писатель Лесков. С учебой не задалось, и у Николая началась трудовая биография. В 1847 году Лескова, не без помощи отца, конечно, приняли в качестве писца в Орловскую палату уголовного суда, там же, где служил его отец. А в 1948-м Николай уже стал помощником столоначальника. К сожалению, спустя год умер отец, его жизнь оборвала холера. И осенью 1849 года молодой Николай Лесков получает приглашение от родного дяди по материнской линии Сергея Алферьева, известного профессора Киевского университета, практикующего терапевта. Тот звал племянника в Киев, и Лесков не преминул воспользоваться этим предложением. Он стал вольнослушателем Киевского университета, посещал лекции, увлекся иконописью, изучением польского языка. Работать его определили в Киевскую казенную палату. Позже Лесков получил должность столоначальника, а затем стал губернским секретарем. По воспоминаниям современников, в молодости Лесков был очень красив. Это был породистый, среднего роста человек с плавными, неторопливыми движениями и приятной улыбкой, с выразительными карими глазами. Характер непростой, был вспыльчив, хотя старался казаться хладнокровным и сдержанным. Неожиданно для родных, в 1853 году, несмотря на советы повременить, Николай Лесков решает жениться. Ему всего 22 года. Избранница была дочерью богатого киевского коммерсанта. Их брак был стремительным и странным. Нигде Николай Семенович не дал внятных объяснений, как влюбился и почему женился. Где-то вскользь упомянул, что был очарован стройным станом, белокурыми локонами, и все. Женитьба на дочери киевского купца выглядела как страшное легкомыслие. Почти сразу выяснилось, что жена капризная, у нее постоянно меняется настроение, и Ольга Васильевна не может быть мужу ни помощницей, ни единомышленницей. 23 декабря 1854 года родился первенец. В честь мудрого и уважаемого за твердость нрава деда он нарекается Дмитрием. Через 2 года рождается дочка Вера. На 2-м или 3-м году супружества Лесков везет Ольгу Васильевну на показ и поклон к своей матери в Панино. Как молодая жена повела себя у свекрови и какой драмой завершилось это злосчастное путешествие, обрисовано во многом очень близко к действительности в незаконченном рассказе Лескова «Явление духа». Автор ведет рассказ от имени слуги постоялого двора, где остановилась семья героя. К родителям заезжали с супругою и с 2 детьми. Да верно, что-нибудь молодая барыня со старую не поладили, потому что прибыли сюда вдруг с больными детьми и хотели ехать дальше. Да вот Борчук очень разболелся, и того гляди, как бы не помер. Очень жаль, барин хороший, я его еще Борчуком знал, а этакая ему недоля и в жене, и в детях. Отношения особенно осложнились после смерти первенца, маленького 4-летнего сына Дмитрия, о чем Лесков душераздирающе написал в этом рассказе «Явление духа». Маленький мальчик умирает на постоялом дворе. После смерти ребенка Николай Семенович отправил жену и дочь под Пензу, в имение тетки, сестры его матери, Александры Петровны Шкот. А сам, уволившись со службы в Киеве, начал работать в компании Шкот и Вилькинс, фирме ее супруга-англичанина Шкотта. Супруги практически не виделись в течение 3 лет. По роду службы Николаю Лескову часто приходилось бывать в командировках по всем российским городам. Семье он уделял мало времени, да и отношения были непростыми.
Но бесконечно так длиться не могло. Лесков и его жена встречаются в Киеве после длительной разлуки. Эта встреча только усложнила и без того непростые отношения. Они принимают решение расстаться. Ольга Васильевна с дочерью остается в Киеве, а Лесков едет в Москву, а затем в Петербург. В начале 1860-х годов брак Лескова фактически распался. Дочь Вера осталась с матерью. «Разбился на одно колено», скажет он потом о крушении первой своей попытки найти семейное счастье. Мысль заняться писательством посещала Николая Лескова много лет. Первый раз он задумался над этим вопросом, когда работал представителем компании своего дяди и много часов находился в дороге. Ему доводилось встречать интересных людей, быть свидетелем ярких событий, которые хотелось увековечить на бумаге. Первая проба пера Лескова состоялась в качестве публициста. Он опубликовал свои заметки в киевских и петербургских изданиях, обвинял в коррупции чиновников разных мастей, врачей, полицейских. Его работы пользовались успехом, власти реагировали на них должным образом, проводили в отношении фигурантов служебные расследования. По роду службы он побывал и в Праге, Кракове, Гродно, Вильне, Львове, а затем уехал в Париж. Вернувшись в Россию, он опубликовал серию публицистических писем и очерков. Среди них «Русское общество в Париже», «Из одного дорожного дневника» и ряд других. В одном из этих очерков он пишет: «Я думаю, что я знаю русского человека в самую его глубь, и не ставлю себе этого ни в какую заслугу. Я не изучал народа по разговорам с петербургскими извозчиками, а я вырос в народе, с казанком в руке. Я спал с ним на росистой траве ночного, под теплым овчинным тулупом». В 1863 году Николай Лесков написал свое первое художественное произведение. Ему было уже 32 года. Это была повесть под названием «Житие одной бабы». Современное название этой повести «Амур в лопаточках». Под видом барыни в «Житие одной бабы» Лесков прописал свою мать. Там говорится, как среди помещиков завелась мода профилактически пороть своих детей. И эта чудная помещица порола свою маленькую дочку Машу. А надо сказать, что у Лескова действительно была сестра Маша, очень одаренная, речистая, способная девочка и очень даже независимая. Следом за первой публикацией посыпались следующие. Лесков стал автором сложных и душевных очерков под названием «Воительница», «Леди Макбет Мценского уезда», «Овцы-бык». В его произведениях темная сторона жизни каким-то непостижимым образом переплеталась с сарказмом и юмором. Вскоре все узнали Лескова как романиста. Вышли в свет романы «Обойденные» и «Некуда». Свое имя Николай Семенович долго скрывал от читателя. М. Стебницкий, так были подписаны его первые произведения. Это самый популярный, но не единственный псевдоним Лескова. Самыми необычными были, пожалуй, «Кто-то» и «Член общества». Потом последовал роман «На ножах», в котором автор критикует все революционные движения в России, что было тогда совсем не модно. После такой явной критики в сторону революционеров-демократов редакторы многих изданий отказались публиковать романы Лескова. Согласился на сотрудничество с литератором только редактор журнала «Русский вестник». Однако он подвергал все рукописи нещадной правке, и это вносило свои трудности в работе с ним. В 1867 году Лесков занялся драматургией. Вышла его пьеса для театра под названием «Расточитель». В ней он решил поднять актуальную тогда тему о новых выборных судах, судах присяжных заседателей, призванных уничтожать на России произвол и несправедливость. В 70-е годы для писателя наступили тяжелые времена.
По приказу Министерства народного просвещения Лесков получил кресло оценщика новых произведений. Теперь от него зависела судьба книги, быть ей опубликованной или нет. Но за это платили очень мало, а требовалось огромное количество усилий и времени. Вдобавку к этим трудностям произведения самого Лескова практически совсем перестали печатать. Совсем неладно шли дела у жены. Ольгу Васильевну постигает серьезный удар. Киевская банкирская контора, в которой была помещена главная часть ее средств, банкротится. Разорение окончательно подавляет, пожалуй, от природы неблагополучную психику растерявшейся женщины. Год от года она все больше сумасбродствует, не находит себе места в жизни, дела, даже постоянного угла. Психическое состояние ее резко ухудшается. Она мнит себя то миллионершей, то нищей. Все это привело к тому, что в 1878 году ее поместили в больницу Святого Николая в Петербурге. Лесков в меру возможного навещает страждущую, возит ей сладости, лакомства. Посещение сумасшедшего дома дает писателю пищу для совершенно исключительных наблюдений. В частности, своеобразный по языку и замыслу рассказ «Заячий ремис». А Ольга Васильевна уже никогда не покинула стены этого дома и скончалась в 1909 году в возрасте 80 лет, пережив своего мужа на 14 лет. Оставшись один с маленькой дочерью, Николай решился на второй брак. Его супругой стала вдова Екатерина Бубнова. Писатель воспитывал ее детей от первого брака – Николая, Бориса и Веру. В 1866 родился их совместный сын Андрей. Со второй супругой Лесков тоже не обрел счастья в личной жизни. Они разошлись спустя 11 лет. «Я мученик своего характера», – говорил о себе писатель. Лесков разошелся со второй женой, оставил себе сына. И Андрей, Дронушка, как его называли в доме, так и не смог простить отцу несправедливости. Он хотел остаться с матерью, а не с деспотичным Николаем Семеновичем. Но, несмотря на вызовы судьбы, Лесков продолжает писать. Его талант находил признание у величайших писателей того времени. Федор Михайлович Достоевский открыто и ясно выражал свое восхищение стилем писателя и признавался, что многое перенял у Лескова. Влияние Лескова на Чехова было так огромно, что сам Антон Павлович говорил, что очень многим ему обязан. Лев Николаевич Толстой публично дал Николаю Семеновичу однозначно положительную оценку и называл его самым русским писателем. Произведения Лескова поражают богатством и необычностью языка. Он по праву назывался изографом, мастером, художником слова. Возникал какой-то неизведанный до этого, невероятный в своей уникальности стиль, который впоследствии назовут сказом. И сему-то, подобным мирственным духом, как я вам представил, жили мы без малого яко 3 года. Спорилось нам все, изливались на нас все успехи точно из Амалфиева рога, как вдруг узрели мы, что есть посреди нас 2 сосуда избрания Божия к нашему наказанию. Один из таковых был Ковач Марой, а другой — счетчик Пимен Иванов. Марой был совсем простец, даже неграмотный, что по старообрядчеству даже редкость, но был он человек особенный, видом неуклюж, наподобие вельблуда, и недрист, как кабан, одна пазуха в 1,5 обхвата, а лоб весь заросший крутою космой, и точно мраволев старый, а середь головы на маковке гуменцо простригал. Речь он имел тупую и невразумительную, все шавкал губами, и ум у него был тугой, и для всего столь нескладный, что он даже заучить на память молитв не умел, а только все бывало одно какое-нибудь слово твердисловит, но был на предбудущее прозорлив и имел дар вещевать
и мог сбывчивые намеки подавать. Пимен же, напротив того, был человек щиповатый, любил держать себя очень фарсисто и говорил с таким хитрым извитием слов, что удивляться надо было его речи. Но зато характер имел легкий и увлекательный. Морой был пожилой человек, за 70 лет, а Пимен — средовек и изящен, имел волосы курчавые, посредине пробор, брови кохловатые, лицо с подрумяночкой, словом, Велиар. Максим Горький писал: «После злого романа «На ножах» литературное творчество Лескова сразу становится яркой живописью или, скорее, иконописью. Он начинает создавать для России иконостас ее святых и праведников». Николай Семенович Лесков был верующим человеком. «Я знаю, что вся религия лежит в слове «любовь». Бог есть любовь. А что с нами делается, то вне в нашей власти и вне понимания», – писал он. Лесков написал единственный роман в русской литературе, где главными героями являются священники. Это роман «Соборяне». На протяжении многих лет он возвращается к этой теме, и в результате в 1887 году Лесков стал автором сборника рассказов под названием «Праведники», в который вошли «Фигура», «Человек на часах», «Несмертельный Голован», «Кадетский монастырь» и многие другие. Замечательный рассказ «Человек на часах» о том, как солдат спас утопающего и был жестоко наказан за то, что ушел с поста. Интересна повесть «Фигура», в которой главный герой и его семья – вегетарианцы. Дело в том, что Лесков придерживался вегетарианства. Он был против убийства одних живых существ ради пропитания других. Он даже выдвинул идею создания поваренной книги для веганов России, причем с блюдами из доступных продуктов питания. Такое издание вышло в свет в 1893 году. В сборник «Праведники» вошло одно из самых известных произведений Лескова – сказ о тульском косом левше и остальной блохе, или левша. Прозаик восхвалял мастеров оружейного дела, причем в своем неповторимом стиле, с использованием оригинальных неологизмов, наслоением событий и действующих лиц. Теперь уже никто не сомневался – Лесков – сильный писатель. В этой шкатулке, говорит Платов, аглицкая стальная блоха тонкой работы захоронена. Государь приказал вам, шельмы собаческие, аглицких мастеров превзойти. Как нам теперь быть, православные? Оружейники отвечают: аглицкая нация тоже не глупая, а довольно даже хитрая, и искусство в ней с большим смыслом. Против нее надо взяться подумавши. Ты нам эту бложку оставь, а сам поезжай к себе на Тихий Дон и заживляй раны, которые принял за Отечество. А когда назад будешь ехать, остановись и посылай за нами. Мы к той поре, Бог даст, что-нибудь придумаем. В этом же сборнике «Праведники» потрясающий, щемящий сердце, очарованный странник об удивительной судьбе простого русского человека.
Садись, подвезем. Устал, поди. Ах ты, Господи. Горе у нас. Сына в солдаты берут. В отдачу везем. Наняли бы вместо него человека. Да капитал не имеем. Невестка, детей троица. Да старик у меня хворый. А кормильца берут. Я бы за вас так без оплаты пошел. Да у меня бумаг нет. Ах ты, Господи, помоги. Это пустяки, бумаги-то. Это уже наша забота. Тебе бы только назваться, что ты сын наш. Казенный крестьянин Петр Сердюков. А эти бумаги у нас есть. Что ж, мне все равно. Давай бумагу. Баба моя там убивается, воет. И отец за не мог. Я сойду, вернусь в деревню. А? Али как? Иди, милый, иди. Афитанцию я выправлю. Храни тебя, Господь. В зрелые годы своего творчества Лесков принялся изобличать военных, чиновников и священнослужителей. Именно в то время выходит в свет его работы «Пугало», «Тупейный художник», «Зверь». Интересен сюжет рассказа «Зверь», написанный в 1883 году. В семье матери Николая Лескова, Марии Алферьевой, была трагическая история. Ее родную сестру, красавицу Наталью, 15-летней выдали замуж за жестокого помещика, который был старше ее на 40 с лишним лет. Семья просто отдала девочку как овцу на заклание, потому что помещик облагодетельствовал родителей будущей жены. При этом все в округе знали, что муж со странностями, одна из которых – звериная жестокость. Он совершал чудовищные поступки по отношению к своим крестьянам, а когда женился, перекинулся на молодую жену, истязал ее, привязывал веревками к кровати, чтобы ночью не убежала. Лесков в рассказе «Зверь» подарил ему покаяние и превратил в доброго человека, но в жизни ничего подобного не произошло. Многими любим печальный рассказ «Тупейный художник» о крепостном театре орловского графа, известного своей жестокостью, и о любви крепостной актрисы и цирюльника. А у нас все беда, все беда. Панька Краснова с больной ногой ровно колода лежит. А его сиятельству доложить никто не решается. Как представлять-то будем? Как бы мне хотелось на завтра перед государем-императором Евгения представить. И попросись, Любушка. Не проситесь, Любовь Анисимовна. Мне так нравится, где Евгений в третьей пробе у отцовских ног прощения просит и без чувств на пол падает. Не проситесь, Любовь Анисимовна. Бог с ней, с Евгенией. Ты что шепчешь? Просил Любовь Анисимовну ровнее сесть. Ой, смотри у меня, Аркашка. Ой, смотри. В 1890-е годы цензура почти не выпускала произведения Лескова. Писатель говорил: «Мои последние произведения о русском обществе весьма жестокие. Эти вещи не нравятся публике за цинизм и правоту. Да я и не хочу нравиться». А роман «Чертовы куклы» посвятил тому, как гибельно для художника дружить с высшей властью. Он был действительно широк, когда он начинал очень влюбленно описывать чужую культуру,
еврейскую, языческую или буддийскую, как, например, в рассказе «На краю света» про язычника, переполнившегося христианской любовью. Сын Андрей вырос и покинул отца. Николай Семенович остался в одиночестве. Видимо, ему было довольно пусто, поэтому в конце жизни он удочерил дочь гувернантки Варю Долину. У гувернантки не было возможности ее растить, а Лесков взял ее на воспитание, а в своем завещании из 12 пунктов целых 5 посвятил Вареньке. Он подчеркивал, как ему важно, чтобы ей помогли получить образование, и надо сказать, что наследники заповедь исполнили. Варенька получила образование в хорошей немецкой школе. Николай Лесков в последние годы жизни готовил к изданию собрание собственных сочинений, и в 1893 году их выпустил знаменитый издатель Алексей Суворин. Осенью 1894 года художник Валентин Серов написал портрет Лескова. Портрет был очень удачен по сходству и по живости. Художнику удалось мастерски схватить характер лица. Одна дама, побывав на выставке, зашла к Лескову, чтобы рассказать о прекрасном портрете. Первое, что он меня спросил, было: «А рама какого цвета? Черная?» «Да, черная», — ответила я, недоумевая, почему это его так заинтересовало. И тут же заметила, что при моем ответе он изменился в лице, замолчал и отвернулся к окну. Я знала, что он верил в народные приметы, и подумала, наверное, это худой знак. К несчастью, примета и предчувствия его на этот раз оправдались. В последние годы жизни Лескова мучила астма. Болезнь прогрессировала и в результате привела к его кончине. Николай Лесков умер спустя всего несколько месяцев после того, как дама рассказала ему о прекрасном портрете 21 февраля 1895 года в Петербурге от приступа астмы. В последние свои годы Лесков ощущал себя абсолютно по-пушкински. «Думаю и верю, что весь я не умру», – писал Лесков за год до смерти, «но какая-то духовная постать уйдет из тела и будет продолжать жить вечную. Дух писателя, душа его в его книгах». По скриптум. Андрей, сын Лескова, совершил подвиг во имя отца. Он написал первую биографию Николая Семеновича Лескова, но издательство разбомбили немцы. Тогда Андрей Николаевич переписал книгу еще раз, но рукопись пришлось сжечь, чтобы согреться в блокаду. В 79 лет он написал биографию в 3-й раз. В книге «Жизнь Николая Лескова» нам открывается Андрей Николаевич как писатель природный, с богатейшим ощущением родного слова и острым аналитическим умом, даром психолога, с несомненным талантом сюжетного повествования. С вами была Лариса Евгеньевна Короткевич, главный библиотекарь библиотеки 187. До новых встреч!